Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, у нас с вами близится 21 февраля. Вы знаете, достаточно сильный по энергетике день, когда мы должны в этот день провести определенные практики, подготовить свое тело, свои мысли, сознание для того, чтобы встретить 22 февраля 2022 года. И этот день еще правильно активировать, провести определенные практики для того, чтобы заложить основы для будущего. Но в этом видео, друзья, мы уделим внимание именно 21 февраля. Дело в том, что 21 февраля открывается портал изобилия, и вы должны сделать определенные задачи, цели и реализовать их. С одной стороны, ничего ужасного, страшного нет в этом, то есть ничего сложного, но с другой стороны, каждый из нас должен это сделать 21 февраля. Дело в том, что 22 февраля у нас с вами достаточно мощная зеркальная дата, и об этой дате говорят и политики, и бизнесмены, и те, кто занимается биоэнергетикой. И, конечно же, до 22 февраля будет открыт вот волшебный, магический портал. Его даже называют порталом Водолея или порталом изобилия. Когда вы можете реализовать все то, что вы, возможно, хотели, желали, но у вас по каким-то причинам не получалось. Но здесь есть один момент. К этому дню нужно подготовиться. И для этого вам нужно обратить внимание на то, что из Вселенной, из космоса будут идти достаточно сильные потоки энергии. И вы знаете, на нашу планету Земля давно вот такие вот сильные потоки энергии не поступали. И сейчас будет, знаете, происходить такая вот распаковка энергии. Знаете, вот было в архиве, и вот именно 22 февраля начнет все распаковываться, увеличиваться. Но наши тела, наше сознание, мы должны подготовиться именно 21 февраля. Поэтому на физическом плане 21 февраля мы должны с вами сделать очень многого. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у некоторых людей они будут чувствовать приближение 22 февраля. Многие люди уже 21 февраля будут чувствовать, как к Земле подходят именно эти созидательные положительные энергии, которые разрушают негатив, разрушают все темное. Поэтому у некоторых людей может ни с того ни с сего начать болеть голова или происходить резкие перемены настроения. Но здесь очень важно, чтобы вы были мудры, не злились, не переживали. Если у вас 21 февраля что-то не получается в любой сфере, отложите, не бросайте, не злитесь на себя. Никакого негатива в этот день, 21 и 22 февраля, не должно быть. Итак, как нам нужно с вами подготовиться к 22 февраля? Итак, 21 февраля постарайтесь пить чистую водичку в течение всего дня. Именно чистую воду. Ни чай, ни кофе, ни какой-то компотик или сок. Нет, именно чистую водичку. Кому-то это будет очень тяжело, потому что многие люди не привыкли пить, особенно с утра, водичку, теплую водичку, например, с лимончиком или с содой. Поэтому именно 21 февраля, во-первых, начните день с приема чистой теплой воды и обязательно на протяжении дня также пейте. Кроме того, обязательно проводите практику для активации воды. Что для этого делать? Перед тем, как пить, скажите: «Я магнит для денег» или «Я здоровый», «Я богатый человек». То есть произносите над водичкой те слова, где, возможно, у вас какие-то есть проблемы, есть какие-то, возможно, нюансы, недопонимания в отношениях. Вот все произносите и после этого выпивайте водичку. Следующее, что нужно сделать 21 февраля, это прекратить много есть. Постарайтесь не переедать. Постарайтесь быть даже в какой-то степени 21 февраля немножечко быть голодным. Если вы знаете, что ваша норма съесть одну тарелку, например, борща или там кусок мяса, то в этот день постарайтесь уменьшить именно объем еды. Пожалуйста, это очень важно.
Кроме того, обращаем ваше внимание, те, кто будет идут в этот день, больше есть 21 февраля, их может клонить в сон, люди будут начинать лишаться энергии, им где-то будет тяжело. Также очень важно, что вы 21 февраля, да, ну, мы помним, да, что мы с вами готовимся к 22 февраля, а 21 мы должны с вами еще подготовиться, поэтому это время будет действий. То есть вам нужно проводить практики. Если вам, например, вы видите, что у вас с здоровьем что-то не то, проведите практики со здоровьем. Если вы видите, что в вашем окружении есть враги, недоброжелатели, проведите простые практики с той же солью, с тем же стаканом воды. Их очень много, они разные, но они вам помогут. Также очень важно, чтобы вы активировали свое тело. Вы должны 21 февраля обязательно его чувствовать, любить его. Возможно, вы очень заняты, возможно, вы в работе, вам не хватает времени. Но 21 февраля постарайтесь улыбнуться себе в зеркале. Постарайтесь сказать для себя хорошие, добрые, милые, волшебные слова. Признайтесь себе в любви, полюбите свое тело. Кому-то это будет очень сложно, но потому что, например, кто-то скажет, что ой, я некрасивая или я жирная, да, у нас многие женщины не любят себя, к сожалению. Забудьте об этих фразах 21 и 22 февраля. Наоборот, старайтесь в этот день, 21 февраля, одеть красивую какую-то одежду, какие-то аксессуары. Возможно, вы хотите одеть что-то из бижутерии, купите себе, или, возможно, вы одевали что-либо не так часто, сделайте, приукрасьте свою жизнь. Понимаете, чем больше у вас будет радости, удовольствия, такого вот прекрасного, созидательного настроения, тем лучше для вас. Конечно же, есть люди, у которых могут быть проблемы, но, друзья, это не повод грустить, расстраиваться и переживать. Если вам не хватает ваших внутренних сил, вот сами себе признайтесь, постарайтесь успокоиться, и, вы знаете, в таком случае негатив постепенно сам уйдет. Также постарайтесь в этот день принимать как хорошее, так и плохое. Конечно, плохое принимать очень сложно, потому что человек расстраивается, человек начинает злиться, и тем самым принимает в свою жизнь вот потоки негатива и разрушения. Поэтому, чтобы этого не было, если вам сказали какую-то плохую новость 21 февраля, улыбнитесь, скажите, и это пройдет. В моей жизни все прекрасно, в моей жизни все хорошо. Пожалуйста, только постарайтесь не расстраиваться. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 21 февраля очень важно, чтобы вы следили за своими мыслями, за своими словами. И старайтесь все, чтобы вы не делали 21 февраля, делайте это, знаете, из любви, потому что то, что сделано не из любви, не из энергии созидания, не пойдет вам во благо. Конечно же, все, что вы будете делать 21 февраля, все будет усиливаться и транслироваться в пространство. Поэтому очень важно, чтобы вы свою энергию отправляли в позитив. И дело в том, что в будущем это станет в 3 раза больше. Кроме того, 21 февраля обязательно заложите семена изобилия. Для этого очень важно, чтобы вы написали письмо Вселенной, отправили ей запрос, что вы хотите, какой вы хотите получить, например, желаемый результат, работу, на какой работе, сколько вы хотите зарабатывать. Если, например, со здоровьем, то, конечно же, говорите касательно здоровья, все то, что вам не хватает и нужно. Вот не сомневайтесь в том, что вы пишете письмо Вселенной, она вас слышит, но 21 числа это будет, наоборот, еще больше и больше усиливаться. И, конечно же, это поможет вам. После того, как вы написали, сами прочтите. Может быть такая ситуация, что вы прочли и вы хотите что-то добавить, да?
добавьте, после этого перепишите, заново прочитайте. Если вам хочется постоянно в ваше письмо Вселенной что-либо добавлять, знайте, вы открыты потоку, вот потоку из космоса, который идет на вас. Это очень хорошо. Перепишите еще раз. Да, возможно, нужно будет потратить кому-то 40 минут, кому-то 2 часа, 3 часа. Не спешите. Это очень важная практика, которая вам поможет. После того, как вы последний раз прочитали и поняли, ну все, вы сформировали то, что вы хотите, тогда уже после этого вы можете сжечь эти листочки. Пепел, друзья, помните, развеиваем только по ветру. Далее, друзья, на протяжении всего дня, 21 февраля, повторяйте следующие слова. Я призываю благостную энергию изобилия. Я верю в то, что отныне я становлюсь сильным и чистым. Я наследница божественного изобилия. Благодарю Мать Землю за щедрые дары. Благодарю Небесного Отца за растущее изобилие. Я трансформирую свое сознание. Отныне я привлекаю только счастье, здоровье, богатство и любовь. Я с благодарностью принимаю щедрые дары Вселенной. Постарайтесь хотя бы 3 раза произнести в разное время эти слова. Также не забудьте 21-го поблагодарить Вселенную за помощь, за чудесные события, которые совсем скоро начнут происходить в вашей жизни. Верьте в могущество и силу Вселенной, и тогда вы достигнете своей мечты и своих желаний. Простых слов «благодарю Вселенная» будет вполне достаточно для сохранения баланса. Поэтому отправляйте свою благодарность Вселенной, говорите, улыбайтесь. Друзья, 21 февраля готовимся к этому волшебному магическому дню и также встречаем 22 февраля.